Руслан, вспомни, вот твой первый выигрыш на фьючерсах такой крупный. Самая большая — это 3,2 миллиона долларов. Первые свои деньги большие я заработал не на фьючах, а на арбитраже. Я заработал 114 тысяч долларов первые свои. Просто все деньги. Пробухал, на вертолетах летал, на все экскурсии ходил, в отеле жил. Но я помню, заработок там 200 долларов за сделку там в день. На стройке ебать за день зарабатывал 100 долларов трудом. И была мне 840 тысяч долларов на Луне, когда крах Луны был. И тогда я потерял все до копейки. Первым делом, что я делал, это себя дрочил за то, что такой долбоеб. Но я слил все до копейки, типа у меня никак в кармане ничего не было. Руслан, Приветствую. мы сегодня на блокчейн-лайфе, на такой масштабной конференции по криптовалюте, 16 тысяч человек. И вот решил взять у Руса интервью. Сегодня будем говорить про деньги. Вот, Руслан, вспомни, вот твой первый выигрыш на фьючерсах такой крупный. И вот что ты тогда испытывал и на что потратил свои первые деньги большие, заработанные? Короче, вообще первые свои деньги большие я заработал не на фьючах, а на арбитраже. Это в 17-й год, когда я жил в Южной Корее, торговал на бирже Bithumb. И мы арбитражили между биржей, по-моему, Poloniex или Bittrex, что такое. Спред был 30-40% за один круг. Вот. Но один круг был типа 4-5 дней, потому что я в Южной Корее, мне туда отсылали деньги свифтом, я принимал. Нет, мне покупали криптовалюту, Light, помню, покупали на Bittrex или на... Короче, это на был Bittrex. P2P арбитраж. Я не знаю, наверное, так его называют. Ну вот сейчас то, что есть, херня, там проценты какие-то гоняют. Тогда было 30% за одну вот эту связку. И мне отправляли монету, я продавал, обкэшивал, отправлял свифтом в Штаты. Он опять их получал, покупал крипту, отправлял мне, мы вот так гоняли. Я заработал 114 тысяч долларов первые свои. Полетел на Филиппины, остров Боракай, охуенный остров. Вот, и просто проеб все деньги. Пробухал, на вертолетах летал, на все экскурсии ходил, в охуенном отеле жил. Просто чилил. Типа они как ко мне пришли, так они ушли. Какую-то часть я что-то там докупил, типа в начале 18-го. Ну, а потом рынку пиздец пришел. Вот. Это мои именно первые деньги пришли. На фьючах я вот прям типа не помню, что прям какие-то прям максимальные такие первые деньги были, но я помню заработок там 200 долларов за сделку там в день. Это были большие деньги для меня тогда. Типа я на стройке ебашил, за день зарабатывал 100 долларов трудом. А тут типа 100 долларов за день или там за позицию. Это вот, ну тогда такие были Как деньги. ты думаешь, мышление влияет на то, типа, на твой уровень жизни, на то, как ты зарабатываешь деньги? Конечно. Либо Напрямую влияет. влияет. 100%. Ну, А вот откуда ты, вот, ну, допустим, свое мышление трансформировал? То есть из книг, с общения с людьми, либо как? скорее больше всего с общением с людьми, потому что когда с человеком общаешься, это для тебя конкретно, он тебе дает совет и живой пример. Мне повезло, у меня есть тут, скажем так, человек взрослый, он Ну, типа ментор. ватсыном, ну не ментор, просто мой друг, но то, как он рассказывает, то, как он ведет себя в обществе, то, как он вообще в целом живет эту жизнь, для меня это пиздец какой показатель. Во-первых, то, что ему 2 раза больше лет, чем мне. Во-вторых, то, что он долларовый-миллиардер. И в-третьих, то, что он мой друг, и мы очень много времени просто дружим. И я с его семьей дружу, с детьми дружу. И я вижу, как он, может со стороны показаться, что он охуевший. Он имеет право себя вести так. Не то, что там как быдло ебано ведет. Нет, он такие, знаешь, у него этикет такой вот, типа такой чуть-чуть как будто королевский он семьи. Вот Да, такой, на широкую ногу, короче. и на широкую ногу, и он любит комфорт, любит все такое охуенно, он готов платить, и вот я вот у него много чего перенимаю, и да, это помогает, конечно. С книг, конечно, я думаю, что-то в книгах написано, не всегда ты типа понял, что-то это написано, а когда тебе говорят это еще и делают при тебе, то есть живой пример показывает, гораздо быстрее, мне кажется, доходит. А можешь рассказать про свою самую большую потерю? Что это было и как ты вообще с эмоциями справлялся? Потому что, мне кажется, это будет очень актуально после 10 числа. Я могу рассказать о 2 потерях. Самая большая — это 3,2 миллиона долларов, но она была не самая больная, потому что это не все мои последние деньги были. И была мне 840 тысяч долларов на Луне, когда крах Луны был, и тогда я потерял все до копейки. Чтобы ты понимал, я был во Вьетнаме, у меня не было, типа, у меня за квартиру просрочку шла уже, там, который месяц, и у меня был телефон только, и байк, за 500 долларов, и больше у меня нихуя не было. Это было пиздец как больно, и... Как ты справлялся с этим состоянием? Вот только что он мне спрашивал вопрос, оператор, и я не знаю, как ответить, как я справлялся. Хуёво было очень, пацаны, просто пережил. Ты принял ситуацию как есть и просто Не начал сразу. что-то делать, чтобы зарабатывать дальше деньги? Первым делом, что я делал, это себя дрочил за то, что такой долбоеб проебался деньги, которые зарабатывал там условно 4 года. Где-то так. Просто в один момент, в один миг повелся на какие-то там, на эмоции. Вот как обычно бывает, просто слили деньги и все на фичах. Это многие проходят. Но я слил все до копейки, типа у меня никак в кармане ничего не было. Как я переживал? Да просто дни шли, шло время.
как-то со временем Время лечит. меньше. Вот да, вот прямое, знаете, прямое понятие «время лечит». Это вот из этого случая. Но, опять-таки, знаешь, пока я не вернулся в тот момент и не пережил все это, блять, как будто вот, как было, как будто мне стало... Это был мой скелет в шкафу, как говорит, знаешь, я открыл его и просто... Ну, блядь, для меня это пиздец тяжело было. Вот прям максимально тяжело, прям по-уебански. Это по-пидорски, короче. Состояние пидорское. Я похудел очень сильно, я там не ел ничего. Вот прям вот настолько, знаешь, когда у тебя случается первая любовь, там 16-17 лет, и вот вы расстаетесь, и вот типа все с концами, и вот, блядь, ты не ешь, ты нервничаешь, ты постоянно думаешь об этом. Вот как первую любовь, ты только так же очень сильно переживал. Спасибо большое, было очень интересно Всё, пообщаться с тобой. спасибо. Удачи. Ставьте лайки.